Всем привет! Сегодня покажу, как сделать красивую и необычную тарелку под фрукты. Мне понадобится паста для моделирования, также ее называют полимерная глина. Беру брикетик, открываю и начинаю раскатывать скалкой, чтобы получился блин толщиной где-то 1 сантиметр. Для этого придется приложить некоторые усилия. Дело сделано, и теперь я начинаю отрезать неровные остатки, чтобы у меня получилось что-то похожее на круг. Я не добиваюсь идеального круга, мне нужно, чтобы моя тарелка была похожа на некий арт-элемент. Сейчас начинаю дырявить глину, используя колпачок от средства от комаров и различных кремов. Самое большое отверстие я взяла диаметром 2 сантиметра. И далее по убыванию. После того, как я вырезала круг, разглаживаю его смоченным в воде пальцем. Дальше беру еще колпачок поменьше и продолжаю делать дырки в тех местах, где мне нравится. Ненужную глину убираем в контейнер, смачиваем водой и накрываем крышкой для того, чтобы она не подсыхала, чтобы иметь возможность использовать ее в дальнейшем в других проектах. Когда мы понаделали дырок и закончили, берем кухонную губку и протираем нашу тарелку, чтобы максимально убрать всякие шероховатости. Приступаю к созданию формы для нашей тарелочки. Для этого я беру миску и помещаю туда пока что нашу плоскую глину. К этому моменту глина так прилично подзастывает, и поэтому рекомендую вам работать быстрее, нежели это делала я. Также я буду создавать необычные волнистые края у данной тарелки. И все неровности, которые появляются, пытаюсь сгладить пальцем, смоченным в воде. Форма готова, теперь нужно подождать 24 часа до полного высыхания. Наступил следующий день, и теперь мне нужно отшлифовать тарелку с помощью наждачной бумаги. Вначале шлифую торцы, а затем приступаю к отделке внутренней части. Тут я хочу вам показать, как можно быстро и легко с помощью наждачной бумаги исправить некоторые недочеты на вашей тарелке. Приступаю к окрашиванию. Я взяла глянцевую акриловую краску и наношу ее в 2 слоя. У меня получилась шикарная тарелка, я очень довольна результатом, надеюсь и вы. До скорых встреч!